владелец Каменской клиники Каменский хаб. Встречайте бурными аплодисментами Эдгар Каменский! Так, всем привет, давайте похлопаем, только погромче, пожалуйста. Итак, вначале я расскажу о себе, расскажу, кто я, что и чем занимаюсь. Где-то буду хвастаться, но вы поймете, почему я это делаю, почему мне приятно об этом говорить. Мне 34 года, у меня две специальности основные, это лор-хирург и общий хирург и пластический. Но пластическая хирургия до недавнего времени была неофициальной в Украине, теперь официально, и тоже мы над этим работаем. Чем я горжусь в первую очередь? В свои 34 года, начиная с 32 лет, я спикер всех международных топовых конференций. И для меня в 34 года стоять на одной сцене с 55-летними хирургами – это все равно, что вам, начинающему футболисту, играть с Месси и Роналдо. Это очень круто, это очень приятно, когда ты в Соединенных Штатах, в Орландо выходишь на мероприятие и объявляют Ukrainian Plastic Surgeon Эдгар Каменский. Это очень круто. Я выступал в Риме, в Испании, в Турции. Сейчас я буду летать в этом году, обучать других специалистов в других странах. То есть передо мной будут сидеть коллеги, которые на 15-20 лет старше меня. Я, молодой хирург из Украины, обучаю их. Также вы видите на фотографии, ко мне прилетают коллеги из других стран обучаться. Резиденты, уже состоявшиеся хирурги, они приезжают сюда, в Украину, в Киев, посмотреть, как я оперирую, что я делаю. Еще один предмет моей гордости: больше половины всех моих клиентов, они прилетают из других стран. Да, большая часть из них это русскоговорящие, они говорят на украинском языке, но с каждым годом все больше и больше англоговорящих пациентов. И даже на этой неделе у меня была пациентка на прошлой, она прилетела из Объединенных Арабских Эмиратов, она не знала английский. На своей рабочей странице я все свои публикации веду на английском языке, я говорю на украинском, на русском или на английском, она не знала английский, и она прилетает. И вот это кайф, это классно, мне это нравится, мне это драйвит, мне это приятно, несмотря на то, что мои цены, они зачастую уже сейчас дороже европейских. И они в первую очередь прилетают за качеством. Вот это то, к чему я стремлюсь, и то, к чему призываю вас, когда вы что-то делаете. У вас должен быть качественный продукт. То есть нет цели вот у меня там продать побольше, заработать. Сейчас основная моя цель – это стать самым классным хирургом, чтобы моя фамилия ассоциировалась с самыми лучшими результатами в пластике носа, в пластике груди, в пластике лица и так далее. Я над этим работаю. И в этом видео, которое вы видите, это все пациенты после ринопластики. И когда результат классный, когда он естественный, вы его не замечаете. Вы смотрите на эмоции, вы смотрите в глаза, вы смотрите в улыбки, но вы не видите результат работы. Вот это кайф. Это то, что мне нравится, и то, над чем я работаю, и продолжаю работать. Это один из быстрых видео, как изменяется человек буквально за 2 часа на всю жизнь. Без синяков, без отеков. Он сразу дышит, через 4 часа после операции он уезжает домой. И через 8 дней после операции, вот у меня есть медийные люди, которые в кадре, там, телеведущие и так далее,
И их гримеры не замечают изменений. Ошибочно люди думают, что когда ты изменился, все это будут видеть. Допустим, увеличила губы, все увидят. Нет, 90 людей процентов невнимательны. Они смотрят на эмоции, они смотрят в глаза, но они не смотрят на результат работы. Если брать технически, как все это происходит? Вот такие сейчас я готовлю ролики вместе с моим другом Сергеем, он сегодня в зале. Эти ролики показывают, как происходит процесс трансформации. Потому что, допустим, для многих, что такое ринопластика? Это какой-то кусок, какой-то треугольник, и мы с него что-то там стесываем, что-то делаем. На самом деле это мельчайшие детали, это тотальный handmade, это 100% handmade, когда каждый миллиметр важен, и от этого зависит будущий результат. Когда толщина этой нитки, ну я не знаю, как вам объяснить, она тоньше, чем ваша ресница, и под микроскопом все это делаешь, и это живой человек, и он уснул, и он должен проснуться счастливым, потому что он заплатил определенную хорошую сумму денег. Это колоссальный кусок работы. И вот в чем основа моей техники, когда я из меня уменьшаю носы, я их не трогаю внешне, это все делается изнутри. Этой техникой я с гордостью могу сказать, владею я один в Украине. Есть несколько хирургов в Турции, там 1-2 хирурга в Германии, в Италии и так далее. Если взять наше закрытое сообщество в Telegram, 1200 хирургов, я один из 20 администраторов этой группы. И мы учим весь мир, поаплодируйте, пожалуйста, как делать носы. И я один из них. И меня это прет, я этим горжусь, и мне это нравится. И если говорить о реальных факторах как спикера, как, возможно, ментора для кого-то, вот есть, допустим, там ключевые моменты. В 22 года я впервые пошел на дискотеку, я до этого не ходил, я только учился. В 23 года я впервые попробовал водку, на этом у меня все закончилось, спросит меня Евгений Черняк. 27-е, я впервые в 27 лет пошел в ресторан. Знаете, когда вот приходишь с девушкой, тебе приносят меню, ты такой, важно, что ты заказываешь. Впервые, я до этого никогда, я не мог себе этого позволить. В 29 лет у меня появился автомобиль, об этом мы поговорим. В 31 я заработал на квартиру, и в 34 открыл свою клинику. Вот так я жил в 2006 году. Это видео общежития, мы так жили полгода. Случилось так, что там был ремонт, они там это все не успевали. И проблема не в отсутствии унитаза. Проблема не в том, что не было горячей воды. Проблема в том, что в тот момент у меня не было ментора, как у вас. Ну, вот не было иксаха, не было мегатренинга, и я не видел ни одного довольного врача. Все врачи недовольны. Поверьте, во всем мире до сих пор большинство врачей недовольны своей специальностью. И когда ты в этом всем недовольстве, в этом всем негативе живешь, вот как развиться, как стать лучше, это очень сложно. И, конечно, мне было бы хорошо, приятно, если бы в тот момент был иксах, сказал, давай, приходи, я там тебя прокачаю и так далее, но этого не было. А у вас эта возможность нет.
Снимите все это видео, снимите эти слова. Это очень важные слова. Не пытайтесь сразу что-то построить стену. Не говори, что ты построишь самую великую стену. Лучше каждый день кирпич за кирпичиком складывайте, делайте правильно, делайте позитивно. И у вас обязательно со временем выстроится крепкая стена. Чем вы сразу начнете, сразу все это делать и все это внедрять. И в 2012 году я начинаю, так скажем, вот сейчас модно делать, там, диджитализировать, все это выходить в сеть, выкладывать это все в сеть, и всю свою работу. И в 29 лет я зарабатываю на первый свой автомобиль. И сейчас у меня есть клиника. Дизайнер клиники Максим Мацвейко, сейчас в зале, похлопайте ему. Мой друг сделал очень крутой продукт. Но откуда, как вот появился этот скачок с 2006 в 2019? Благодаря чему? Благодаря чему все это произошло? Кстати, такой клиники в Украине вы нигде больше не увидите, да в принципе иностранцы приезжают, и они тоже в шоке. Благодаря тому, что я старался всегда быть честен, и те, кто следят за мной в социальных сетях, все это видят в сторис и в публикациях. Я рассказываю все как есть. И я начал, то есть цена популярности у меня была 0, это цена за интернет. Я начал все выкладывать в сеть, я начал вести прямые трансляции в интернете. Вот смотрите, как танцует моя санитарочка после операции. Деспасито, все нормально. Вон анестезиолог, видите, ведет прямую трансляцию. А вон девушка, она говорит, ведите прямую трансляцию, и она одновременно отвечает на комментарии во время прямой трансляции. И всему миру это понравилось. Про меня написали The Sun, Daily Mail, New York Post. Да, они написали Ukrainian Crazy Doctor, там, назвали меня Selfie King и так далее, но это произошло. И ты никогда не знаешь, когда ты станешь популярным, когда это произойдет. И посмотрите, какое видео мы начали делать. Это будет фильм, художественный фильм. Уже были фильмы в кинотеатре, но этот фильм я буду показывать в Европе. С художественной точки зрения я показываю, насколько красивая хирургия, насколько красивое перевоплощение. Когда мы снимали этот фильм, нет шанса на ошибку. Не может быть второго дубля, второго кадра. Да? Я разрезал, говорит, нет, давайте переснимем, что-то другое сделаем. Все, мы снимали это все в операционной. Девочка из Лондона. И мы это покажем так, что вы не будете закрывать глаза. Вам понравится все это. Вы ощутите всю эту прелесть, всю эту красоту. Это то, что мне нравится. И не только хирургию так можно показывать, даже, не знаю, вы бариста, вы делаете кофе, это можно показать, вы делаете пластиковые окна, тоже это можно красиво показать. Главное, чтобы это было желание. Есть правило 10 тысяч часов. Оно работает во всем. Что бы вы ни делали, правило 10 тысяч часов. Поэтому нет конкуренции, допустим, у меня. Нельзя быть самым лучшим пластическим хирургом. У каждого свои клиенты и так далее. Но я знаю, чтобы сделать тот результат, который делаю я, нужно 10 тысяч часов. Нужно 1000 операций, как я. И так же меня учили, и так же я учу. Рано или поздно вам позвонит друг или знакомый и скажет, нужна помощь по здоровью. Или позвонит папа или мама, и что-то случится. Или, не дай Бог, умрут, потому что на похороны тоже нужны деньги. И ваш родственник, близкий человек завтра умирает. Где вы найдете деньги на похороны? Не, вам хорошо, вам зашибись. За квартиру заплатил, зарабатываю, вообще можно вот так вот лежать. Можно забить на родителей, чтобы вы сами себе, да? А можно как-то думать, даже о себе думать, потому что вы можете заболеть. Если у вас деньги, старайтесь больше зарабатывать. Да, хватает. Так вот, это еще один из очередных пенделей. И сегодня я стою в кроссовках, они называются Коби Брайанты. Тут даже есть подпись Коби Брайанта у меня на подошве. Те, кто в теме, понимают. И фраза, это был мой любимый спортсмен все мои 20 лет. Я когда-то увидел на плакате фразу «If you don't believe in yourself, nobody else will». Никто, кроме вас не поверит. Вчера он разбился на вертолете вместе со своей дочкой 13-летней. У него осталось 3 дочери и жена. 41 год. Это все равно, чтобы, не знаю, завтра случилось что-то с Роналдо или с Месси. Это огромнейшая потеря для мира спорта. Вы никогда не знаете, когда это произойдет. 3 слова, которые я хочу пожелать вам. Отличайтесь. Старайтесь отличаться от других. Не стесняйтесь. Рассказывать о себе, показывать себе, говорить о себе. И старайтесь всегда делать чуточку лучше. Что бы вы ни делали, выкладывайте сегодня фотографию, пишите какой-нибудь пост. Вот чуть-чуть, немножко, больше усидчивости, и у вас обязательно все получится. Спасибо большое. Раз, два, три. О!